Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня я расскажу вам одну историю, которая меня не просто удивила, она меня поразила до глубины души. И поэтому я, конечно, хочу с вами ею поделиться. Я как-то очередной раз ехала из Бургаса в Подвис на поезде. В Бургасе на вокзале вошла в вагон, вернее, залезла в поезд и хотела войти в вагон, но на проходе стояла вагоновожатая и ругалась. Я не сразу поняла, в чем дело, но мне стало интересно, и я остановилась и прислушалась. Я, конечно, могла пойти в другой вагон, потому что билет у меня был без места, как у большинства пассажиров, и можно садиться в любой вагон. Но я остановилась и стала слушать. В середине вагона сидела цыганская семья. Молодые мужчина и женщина. И двое детей. Одному ребенку, мальчику, было примерно 11 лет, а второй лежал в коляске. Коляска стояла на проходе в центре вагона. Вагон был как электричка, но не совсем как электричка. В общем, узкий проход и с двух сторон сиденья. И именно из-за этой коляски и был этот скандал. Вернее, кричала и возмущалась только вагоновожатая. А молодые люди просили, вернее, даже умоляли ее оставить их в покое. Дело в том, что коляски надо оставлять в тамбуре, а не завозить их в вагон. Потому что коляска будет стоять на проходе и мешать другим пассажирам. Но дело в том, что ребенок в коляске спал. И родители не хотели его брать на руки, чтобы не разбудить. Ребенок был совсем маленький. Наверное, меньше 2 месяцев. Это была девочка, и, несмотря на шум, она продолжала спокойно спать. Родители продолжали просить, даже мальчик что-то говорил. А мать вообще сложила руки в молитвенном жесте и что-то шептала, умоляя оставить ребенка в покое. А вагоновожатая продолжала возмущаться. Когда я поняла, в чем дело, я зашла в вагон, протиснулась между коляской и сидениями и села прямо рядом с коляской, чтобы поддержать их своим поступком. Потом и другие пассажиры стали заходить в вагон, протискиваться рядом с коляской и занимать места. В итоге вагоновожатая все же успокоилась, и их оставили в покое. Мне было интересно наблюдать за ними и дальше. Как я уже сказала, это была цыганская семья, но они очень отличались от тех цыган, которых я часто встречаю на улицах в городе. И я продолжала на них смотреть. Конечно, не прямо в упор, тем более, что я сидела сбоку от них, и не поворачивая головы сильно, я видела только мужа и ребенка в коляске. Она стояла прямо рядом со мной. А мать и мальчик сидели сбоку, и чтобы на них смотреть, мне нужно было прямо сильно поворачивать голову. Поэтому я это, конечно, делала, но не постоянно так, иногда посматривала. Я не сразу поняла, что именно так притягивает мое внимание. Как я уже сказала, мужчина и женщина были достаточно молоды,
думаю, лет около 35, сыну примерно 11 лет. Раз сыну уже так много лет, значит, они живут уже давно. Но, несмотря на это, каждый их жест, каждый взгляд друг на друга был пронизан любовью. Мужчина гладил жену по руке, успокаивая ее. Сын прижался к матери, обнимая ее. Они все втроем общались с такой нежностью и любовью, как будто это у них медовый месяц. И все втроем постоянно посматривали на спящую девочку, и эти их взгляды прямо искрились любовью. Даже у мальчика взгляд на сестренку был полон нежности. Мне было очень интересно увидеть, что будет, когда ребенок проснется. И минут через 15 девочка проснулась. И тут уже все их внимание было направлено только на нее. Ее вынули из коляски, стали обнимать, целовать и папа, и сын, и, конечно, мама. А ребенок улыбался и ничего не требовал, не плакал. И я тоже не могла оторвать взгляда от них. Смотрела и улыбалась. Когда они увидели, что мой взгляд, они полезли в сумку за конфетами, достали конфеты, стали меня угощать. Причем все хотели меня угостить, и мальчик стремился, и женщина. К сожалению, у меня не было ничего, чтобы ответить им взаимностью и тоже чем-то угостить. Мне очень было обидно, что я не могу их ничем угостить. Ну, а потом они стали кормить ребенка, и я отвернулась. Но все равно продолжала прислушиваться. Они говорили на болгарском, но я их мало понимала. И мой слух постоянно резали какие-то непонятные звуки. Я сидела, слушала, но не могла понять, что это, почему они как-то странно говорят. В основном я вообще не понимала женщин. Тогда я пересела на сиденье напротив, чтобы лучше видеть ее, и стала смотреть. И вот тут я наконец поняла, в чем дело. Эта женщина глухонемая. Это она издавала какие-то звуки, пытаясь говорить. А мужа и сына она понимала по губам. И несмотря на это, они были все абсолютно счастливы. А любви у них было так много, что казалось, она пропитала весь вагон. Лично я еще несколько дней находилась под впечатлением этой любви. Я выходила первая, они ехали дальше. И на прощание я от всего сердца пожелала им всего самого-самого лучшего. Нам всем иногда стоит брать пример с таких людей. Ведь такая настоящая, безусловная любовь делает нас счастливыми, несмотря ни на что, и меняет нашу жизнь. Любовь может все. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.